Целых 14 букв в алфавите, ударение делается исключительно на первый слог, и в нем не существует цифр. Это Токипона. Сомневаетесь, что такое возможно? Я тоже сомневался, но зря. Токипона был создан в 2001 году лингвисткой и переводчицей Соней Ланг. Как ни странно, этот язык начался не как обычное лингвистическое изобретение, а как попытка успокоить разум. Ланг, вдохновленная минимализмом и восточной философией, искала способ увидеть мир через простоту, оставив только то, что по-настоящему важно. В итоге получился язык, в котором нет даже слов для цифр и множества привычных понятий. Что делает Соню Ланг еще более уникальной фигурой, так это ее смелость быть собой. Соня – трансгендерная женщина, и ее путь к самоидентификации и гармонии во многом отражен в философии Токипона. Этот язык, как и его создательница, нарушает шаблоны, предлагая взглянуть на вещи под другим углом. Соня Ланг написала даже целую книгу. Называется она «Токипона. Язык добра». В нем она описала всю философию и структуру этого языка. Она искренне верит, что Токипона способен изменить взгляд на мир и помочь избавиться от лишнего ума. Если он есть. По ее утверждению, Токипона — это больше, чем язык для общения. Она считает, что это способ жить здесь и сейчас. Представьте, что у вас есть только 120 слов, чтобы описать абсолютно все. От дождя за окном до самого себя. Например, у вас нет отдельного слова для счастья. Можно просто сказать «мипилин пона», что буквально означает «я чувствую хорошо». В этом языке нет сложных конструкций. Все сведено к простейшим понятиям. Например, слов «компьютер» или «телефон» в Токипона не существует. Если вдруг вам понадобится, чтобы кто-то передал вам телефон, вам нужно сказать «дай мне эту штуку». В Токипона одно слово может иметь сразу несколько значений. Например, «тома» может означать и дом, и место. Или возьмем «сели». Это слово может описывать тепло, огонь и даже любовь. Получается, если хочешь сказать кому-то «я тебя люблю», на Токипона достаточно сказать «мипилен сели» – «я чувствую тепло». Еще одно слово «пали». Оно одновременно значит и работа, и творчество. Такой вот философский подход, получается, делает любое дело созидательным. Хотя философию эту можно взять даже на заметку. Давайте погрузимся в атмосферу минималистичного общения. Вот пример короткого диалога на Токипона. Тан-о, сина пилинцеме, друг. Что ты чувствуешь? Мипилин ике. Мне плохо. Я чувствую плохое. Звучит странно. Просто, но заставляет сфокусироваться на ключевых чувствах, оставляя за бортом лишние слова. Токипонисты считают, что чем меньше слов, тем меньше сложность. А все, что остается, это ясные и простые идеи. Несмотря на минимализм, у Токипона есть преданные фанаты. Люди организовывают встречи, переводят книги, даже создают комиксы. Недавно энтузиасты перевели на Токипона «Маленького принца». Глубокая философия и всего 120 слов. Это настоящее испытание для переводчиков и настоящая медитация для читателей. И кстати, Токипона набрал свою популярность даже среди любителей ролевых и настольных игр. Они там придумывают разные персонажи, которые общаются только на языке Токипона, ну и между собой, естественно, тоже. Я, кстати, слышал даже, что Токипона имеет какое-то отношение к Майнкрафту. Правда, я в него никогда не играл, поэтому если вдруг знаете что-то, расскажите об этом в комментариях. Получается, что Токипона действительно удивительный язык. Многие считают его тренажером для мозга, и с помощью него можно научиться радоваться малому. Какой-то слабый тренажер получается, правда. Я считаю, что этот язык, естественно, имеет право на существование, но, скорее всего, изучать его можно только ради фана, либо же для того, чтобы вписать в резюме знание еще одного языка. Кстати, проверить, наверное, никто не сможет. Как оказалось, на языке Токипона в мире разговаривает около 10 тысяч человек. Это исходя из данных такой последней переписи. Но если копнуть глубже, то оказывается, что на Токипона разговаривает на высоком уровне всего лишь около 300 человек. А все остальные люди проявили интерес к этому языку, либо же каким-то образом пытаются его изучить. Думаю, что перспективу этого языка, прям очень мало. Если вдруг считаете, что я не прав и у Токипона огромные перспективы, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Будет интересно почитать. А теперь давайте остановимся на секунду и представим, что мы живем в мире, в котором все разговаривают на Токипона. И приходим в ресторан. Чтобы попросить у официанта воды, нужно сказать «дай мне жидкость». А если вдруг вы любитель сока, тогда нужно сказать примерно «дай мне фруктовой воды». Окей, и здесь даже все понятно. А что же будет, если вы вдруг захотите банановый сок? Тут уже в ход идут цвета, потому что значения конкретных фруктов Токипона не существует. Есть только одно слово, которое описывает и овощ, и фрукт. Бедный официант, если заказать ему оранжевой фруктовой воды, мне кажется, с ума сойдет перечислять. Ладно, с соком мы разобрались. А что, если вдруг вы любитель вина? В таком случае можно сказать «дай мне веселой воды», а если нет, то «дай мне сумасшедшей воды». Честно говоря, в переводе звучит довольно странно. Не думаю, что коммуникация с официантом на языке Токипона вообще возможна. Мне кажется, это бред. Мама мия. Вы, наверное, подумали о том, что я говорю о какой-нибудь женщине, да? Или о маме? Но нет. Мама мия в переводе – отец.
А мама Мели — это мама. Я искренне благодарю создателя этого языка за то, что хотя бы оставил пол. Это ведь важно. А что же насчет ударений? В такипона ударение ставится всегда на первый слог, исключительно так. Но если вдруг вы пишете песню, то там можете ставить ударение как вашей душе угодно. Это не имеет никакого значения, вас в любом случае поймут, наверное. Этот язык нарушает все правила и разрывает абсолютно все шаблоны к чертям. Но и дает удивительные открытия для нас. В общем, как-то так. Пока.